Сегодня хоть и зима, но такой солнечный день сегодня у нас. Джигитский. Вот скоро джигиты, вот эти шайдан-арба уже вытащат на улицу и будут на них ездить. А дело в том, что на канале один хороший джигит задал вопрос. Случилась у него проблема. Он, понимаете, ехал вот на таком же джигитском арба машина под гору. И у него эта арба машина начала глохнуть и белым дымом под гору бросать. Вот. Ну, правда, джигит не уточнял, на какую гору он ехал, но он точно ехал не на горбатую гору. Не надо наговаривать на этого джигита, он хороший. А мотоблок вот этот подумал, что он едет на горбатую гору и начал выделываться. В общем, белый дым пускает, перебои в работе. Потом джигит говорил, выехал на гору, начал прогазовывать, прогазовывал. Работа мотора сама по себе наладилась. И после этого никаких проблем не возникало. И вот джигит спрашивает, что это было? Что это было? Перепуганные глаза, понимаешь, такие за кинжал хватается. Что это было? Вот я вам сегодня буду рассказывать, что это было специально для тебя, дорогой джигит. Я тебя успокаивать сегодня буду. В общем, ничего страшного у тебя не было. Это ты, дорогой джигит, ехал на полупустом баке. А даже меньше, чем половина была. Понимаешь, тут заборник, вот, допустим, у меня стоит с той стороны. Вот если ты посмотришь, вон он стоит. И с этой стороны. И когда ты ехал под гору, у тебя же мотоблок морду вверх поднял. Вот, потому что горбатая гора, она ж крутая. И у тебя топливо слилось. Ну, то есть под действием гравитации оно ушло вот таким вот треугольничком. И вот этот штуцер заборный оказался вне топлива, потому что топливо ушло сюда, вот, и через штуцер хапанулся воздух. И этот воздух, пока ты ехал под гору, пока в шлангах была солярка вот этих, он еще работал, этот насос, потому что он же запитывается самотеком. А вот когда уже со шлангочком солярка немножко выработалась, а он же воздуха хапанул, когда ты наклонил морду вверх, вот через штуцер, и воздух попал в ТНВД. При этом не важно, что у тебя совсем не было или было немножко больше, просто ты его лишнего наклонил, и он хапанул воздуха. И тут в шлангах появился воздух. И этот воздух затянуло под ТНВД. А так как завоздушенная система получилась, у тебя сразу же появился белый дым, потому что сбился момент впрыска, потому что момент впрыска сбивается, если система завоздушена. И, соответственно, если система завоздушена, то не только момент впрыска сбивается, момент впрыска дает белый дым, это потому что у тебя белый дым был, ты говорил, вот. А еще и перебои в работе двигателя, потому что солярка начинает подаваться неравномерно, потому что что? Потому что вот видишь, такая трубочка металлическая высокого давления, то здесь всегда есть давление топлива, она всегда под давлением, поэтому она такая металлическая. Вот. А если сюда попал воздух, то воздух, понимаешь, жидкость, она не сжимается, а воздух, он сжимается. Вот. И из-за этого получилось у тебя перебои. То есть и солярка плохо подается, нестабильно в цилиндр, и не вовремя подается. То есть момент впрыска ушел, если вам подача солярки неравномерна. И вот он у тебя неравномерно и начал работать. А потом, когда ты на гору выехал, он у тебя выровнялся, ты прогазовался, он сам себя прокачал. То есть воздух этот выгнал через обратку форсунки, вот через эту трубочку. Воздух выгнался, и тогда уже система перестала быть завоздушенной, сама себя прокачалась, и он дальше работал нормально, и после этого у тебя подобного не повторялось. Такой вот джигитский прикол у тебя случился. Бывает, конечно. Поэтому, если ездите по горам, то не ездите на пустых баках. На пустых баках могут ездить те джигиты, которые в долине живут, у них местность ровная, как у нас. Тут морду мотоблока поднять нереально, ну разве что при фрезеровке. Вот. А те, кто в горах живет, понимают, что там такая проблема может быть. Поэтому, джигит, не переживай, все у тебя хорошо, все нормально. Смотри за уровнем топлива в баке, и все будет хорошо. Но сегодня такое видео, ставим лайк, кому понравилось, кому не понравилось, все равно лайк, потому что я жадный джигит. Вот. И пишем комментарий в поддержку этого джигитского канала.